Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник – политолог-эксперт Руслан Сафаров. Здравствуйте! Добрый день, здравствуйте, если он, конечно, добрый. Израиль ударил по атомным объектам Ирана. Иран вышел из ядерной сделки. Насколько велика возможность для нового Чернобыля и будет ли ядерная война на Ближнем Востоке? Руслан, вам слово. Ну, касательно первого, все-таки ядерные объекты Ирана достаточно глубоко под землей располагаются, поэтому все-таки я очень надеюсь, что этого не будет. То, что касается второго, скажем так, этой ночью, вот мы записываемся в пятницу 13-го, всех приветствую, вечером, ну вот этой ночью, собственно говоря, вероятность такой большой войны стала намного-намного выше, чем она была. Давайте разберем ситуацию. Сейчас очень много будет хайпа в интернете, будет много разного рода таких разборов, рассказов про ядерные там ракеты, летящие во все стороны. Давайте попробуем с более-менее холодной головой попытаться разобраться в том, что происходит. Перед тем, как начнем разбор, еще, так сказать, предупрежу наших зрителей, что, несмотря на все те обилия картинок, которые вы сейчас видите в там, Телеграме и так далее, это все-таки пока у нас туман войны, и понять до конца, что реально происходит, очень сложно. Теперь непосредственно к разбору происходящего. В принципе, то, что потенциально Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам, было известно, условно говоря, еще полгода назад, даже больше. Очень было много разговоров на эту тему, в том числе из, скажем так, штабов республиканцев, что мы всячески поддержим Израиль в случае атаки по Ирану. Звучало еще во время предвыборной кампании в США и так далее. То есть этот вариант всегда лежал на столе. Другое дело, что большинство экспертов рассчитывало на то, что все-таки здесь как-то голос разума восторжествует. Но вот сегодня мы видим совершенно иную картину. Теперь разберемся с тем, что происходит на данную минуту, чтобы простроить какие-то сценарии, которые возможны в будущем. На данный момент что нам точно известно? Точно известно то, что целый ряд объектов военной инфраструктуры Ирана подвергся серьезным атакам дронов, сил ВВС Израиля и, я так понимаю, ракетным тоже ударом со стороны вооруженных сил Израиля. Это первое. Второе. Судя по тому, что признают иранское руководство, целый ряд высокопоставленных военных иранских были этой ночью и сегодня днем убиты по итогу действий вооруженных сил Израиля на территории Ирана. Это то, что мы имеем на сегодняшний момент. Я подозреваю, что реальную какую-то картину, скажем так, ответа Ирана мы увидим, скорее всего, к началу следующей недели. Дело все в том, что сейчас будет достаточно серьезная неразбериха, пока будут меняться, так сказать, все вот эти руководители и так далее, и так далее. Несмотря на то, что, понятное дело, Иранская улица уже требует возмездия там, и весь иранский интернет переполнен рассказами о том, как они сейчас, как този грелку и все прочее, прочее. Реально, я думаю, что ответ будет, скорее всего, дан все-таки к понедельнику, ближе вот туда. Это просто связано с тем, что вооруженным силам Ирана после вот этого более-менее неожиданного для них удара, здесь израильтян надо поздравить, фактор внезапности они все-таки смогли сохранить, им придется очень серьезно переконфигурироваться. Теперь непосредственно к сценариям, которые нас могут ожидать. Давайте отметим, что для разбора этих сценариев нам необходимо понять следующую вещь. Ведутся переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной сделке и так далее, и так далее. Переговоры ведутся уже достаточно давно, ведутся напряженно, там есть свои сложности, многого мы не знаем, потому что переговоры в достаточно закрытом режиме ведутся, оно и понятно, тема достаточно тонкая. Какие здесь сценарии? Первый сценарий – это, условно говоря, что сейчас там пару часов назад, где-то в районе часов 5-6 по Москве, заявили, что иранцы ищут контактов с Америкой, очень хотят переговоров. Если будет выбран этот сценарий, то для Ирана это очень печальный сценарий, прежде всего для руководства Ирана. Почему? Потому что, скорее всего, переговоры уже пойдут совершенно по другому сценарию. Что имеется в виду? Соединенные Штаты здесь будут выступать в роли уже доминанта, который очень серьезно требует что-то от аутсайдера, в роли которого будет выступать уже иранская страна. Это фактически будет уже разговор о такой капитуляции иранского режима.
Надо напомнить, что несколько лет назад пробовали цветную революцию вести в Иране. Там не все удалось. Иранскому политическому руководству удалось это дело сдержать. Но, скорее всего, будут возвращаться к этой теме. Напомню, что сегодня ночью по Москве выступал премьер-министр Израиля, который заявил: мы не воюем там с иранским народом. Но это классическая израильская риторика. Мы воюем с политическим руководством. И как-то очень удачно сразу нарисовался наследник бывшего иранского шаха, который начал слово в слово повторять то же самое, как тот веселый попугай. Поэтому, соответственно, здесь есть определенные цели по сносу политического режима в Иране. Хорошо ли это для России? Мягко говоря, не очень. Будем здесь откровенны. Иран с января этого месяца является нашим стратегическим партнером. У нас подписаны соответствующие очень серьезные документы со страной. Это первое. Второе, как выражается главный редактор геоэнергетики Борис Маринкевич, мы все с вами помним, что в тот же аэропорт Чкаловский, да, из Ирана постоянно доставлялись какие-то грузы авиационные, как он выражается, там с какими-то цветами домашними, финиками и прочее, прочее. Мы, понятное дело, ни вы, ни я, Максим, не догадываемся о том, на каком уровне находится военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Это тоже серьезный удар для России. Про коридор север-юг я уже вот здесь просто умолчу, потому что для нас это стратегически важное направление. Таким образом, если Иран пойдет на переговоры, первый сценарий, то проблемы у Ирана, у иранского руководства будут очень серьезные. Там, скорее всего, будет демонтаж политической системы со всеми вытекающими. Потому что, напомню, Иран у нас еще и страна многонациональная. В общем, там много-много всего интересного может быть. Второй сценарий, который здесь возможен, это, собственно говоря, сейчас идет пересборка военного руководства Ирана, после чего наносится серьезный удар по Израилю, непосредственно по Израилю. Те 150 дронов, которые сегодня, так сказать, там к утру полетели в сторону Израиля и где-то в районе Сирии и Иордании были избиты, но, слушайте, 150 дронов, ну, не смешите наших военных сейчас где-нибудь в районе Донбасса, да, ну, не те силы, мягко говоря. Поэтому, естественно, и в самом Израиле, и в самом Иране многие ждут того, что будет серьезный ракетный ответ по территории Израиля. Здесь много есть объектов, которые могут подвергнуться этой атаке. Там тот же самый нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, целый ряд объектов портовой инфраструктуры в Эйлате, на берегу Средиземного моря и так далее, и так далее. Основные аэродромы, аэропорты и так далее. То есть здесь, в принципе, целей достаточно для того, чтобы не проводить какие-то вот акции, так сказать, возмездия, которые понесут большие гуманитарные сопровождающиеся потери. Это второй сценарий, который в случае его реализации позволит иранцам, скажем так, продолжить взаимодействие с теми же американцами, но на более достойном уровне. Да? Здесь уже будут вопросы к израильтянам, дадут ли они второй залп, будет ли, так сказать, ответный второй удар от Ирана и так далее, и так далее. Здесь есть маленькое преимущество, оно заключается в том, что между Израилем и Иран полагается аж на 3 страны. Это Ирак, Сирия и Иордания. И здесь вот не так просто взаимодействовать. Если были приграничные страны, я думаю, что сейчас уже мы бы наблюдали достаточно такие страшные картинки, что называется. Здесь пока это сдерживает. Это второй сценарий. Что касается третьего сценария, это тот сценарий, который в свое время не воспользовался Саддам Хусейн, но, собственно говоря, у Ирана вроде как возможности для этого есть. Поскольку у нас наш с вами любимец, в кавычках, Дональд Трамп уже объявил, что это чуть ли не он там конфигурировал всю операцию, чуть ли не он лично, так сказать, командовал ударом по Ирану, иранское руководство уже вызвало посла Швейцарии, там, посла Соединенных Штатов, как вы понимаете, в Тегеране нету. Швейцарцы представляют их интересы, ему была выдвинута нота соответствующая. У Ирана, в принципе, развязаны руки для удара по американской инфраструктуре в регионе. Что здесь может быть? Первое – это удары по королевству Бахрейн, где располагается штаб-квартира одного из флотов американских. Раз. Второе – здесь потенциально возможные удары по расположению американцев в Ираке, в Саудовской Аравии и так далее, и так далее. И самое главное, что может сделать Иран, это, собственно говоря, перекрыть Ормузский пролив. Вот перекрытие Ормузского пролива – это наиболее такая опасная ситуация для, скажем так, стран Запада, для потребителей нефти, стран-потребителей нефти.
Потому что, как мы с вами помним, порядка 25% всей нефти – это Персидский залив. Армузский пролив – это такое бутылочное горлышко, которое перекрывается, он достаточно небольшой, его можно заминировать и так далее, и так далее. И, собственно говоря, у вас коллапс на рынке нефти. Отмечу, что в первые часы после значит, налетов израильской авиации, там, ракет и так далее, у нас цена на нефть там подскочила порядка там, 7-8 до 10%. То есть, ну, в принципе, можно представить, что будет, если перекроется Армузский пролив. Насколько иранцы готовы к такого рода действиям, вот это вот сейчас является основным вопросом. Потому что, как вы понимаете, я не очень похож на Биньямина Нетаньяху, вы, Максим, не очень похожи на Аятоллаху Хаминеи, нам сложно здесь залезть к ним в голову и понять реальную ситуацию. Насколько вот Иран готов к такого рода развитию событий, это вот серьезный вопрос. В принципе, учитывая имперскую природу иранского государства, ну, знаете, иногда лучше дать как бы достойную последнюю битву, чем где-то там плестись в хвосте. Вот если они выберут этот сценарий, тут может быть очень много всего интересного. Понятное дело, сейчас какой-нибудь вдумчивый зритель посмотрит, скажет, ну, слушайте, американцы подгонят, так сказать, пару флотов и, так сказать, разгромят иранский флот. Соглашусь. Другое дело, что, условно говоря, то, что продемонстрировали ребята из Йемена, показывает то, что здесь могут быть такие потери для американского этого флота с учетом текущих технологий, да, которые меняются, там технологии дроновые, гиперзвуковые ракеты и так далее. Ну, например, потери парочки авианосцев. Это нормальная, в принципе, стоимость за вовлечение в войну с Ираном. А это первый аспект. Второй аспект, который, в принципе, здесь может сыграть на пользу Ирану, если выберут сценарий, атака по американским позициям, он заключается в следующем. Американцы готовы к полномасштабному вмешательству? Вот это вопрос. Потому что на данный момент, да, очень удобно действовать через прокси в виде кабинета Нетаньяху. Нетаньяху берет весь удар на себя. А вы, ребят, готовы вот полномасштабно начать бомбить? Да, вы в плане там авиации уже все, мы все поняли сегодняшним днем, что иранское ПВО, скажем так, не сильно справляется. Вы будете иметь перевес. А вторгаться в Иран вы готовы? А вообще-то страна с населением под 90 миллионов человек, огромное количество из которых это такие ребята, поддерживающие действующую политическую систему. Вы готовы к этой прогулке, как они любят это называть? Это большой вопрос. Плюс гористая местность. Там много всего интересного в этом Иране их может ожидать. А вот здесь очень большой будет вопрос для американцев, насколько они вот на такой сценарий согласятся. Поэтому у Ирана есть из чего выбирать. Это 3 только базовых сценария. Там, понятное дело, что можно еще там штук 15 сейчас набросать разных интересных вариантов. Во втором сценарии здесь еще, да, кстати, забыл добавить, здесь я думаю, что Ирану сейчас надо будет подключать всех своих союзников, как они их называют, в западной прессе любят называть прокси, ранее строго называют союзниками, это Хезболла, хуситы и так далее. Я думаю, что сейчас у нас будет много всего интересного твориться в районе Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива. Потенциально Хезболла в состоянии нанести какой-то определенный урон Израилю своими ракетами и так далее. Здесь вот иранцам есть из чего на данный момент выбирать, из вот этих 3 сценариев как минимум. Самое главное, давайте скажем, поскольку мы все-таки на геоэнергетике, а не на геополитбюро, давайте все-таки немножко про экономику. Что касается текущего положения дел, все, что касается атома, пока вроде бы, я еще раз подчеркиваю, я не нахожусь на территории Ирана, я, так сказать, не обладаю спутниковой группировкой, но пока вроде бы не затронуты объекты атомной электростанции Бушер. Это, собственно говоря, для нас важно, потому что это все-таки наше совместное предприятие, там работает госкорпорация Росатом. Пока вроде бы информация не поступает по поводу того, что по этой территории там какие-то удары наносились. Пока вроде там тихо. Насколько это пока продлится долго, я вот сейчас даю информацию на половину 7 вечера 13 июня. В принципе, я думаю, что Израиль нет никакого резона атаковать эту территорию, поскольку у нас вроде бы вот сейчас вечером объявлялось, что будет телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и премьер-министром Израиля. Я думаю, что Нетаньяху пока, в принципе, ждет иранские ракеты, вот встретиться с Искандерами или Орешниками. Я думаю, что ему как-то в его планы особо пока не входят.
Руслан, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Руслана Сафарова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.